Всем привет, меня зовут Нина Заславская. Я знаю, что очень много запросов от вас поступает по поводу, как сделать межресничку быстро и легко. И сегодня я вам это покажу и поделюсь всеми секретами. Ну и, конечно, разберем все самые популярные ошибки при работе на веках. Но изначально я всегда должна посадить клиентку, чтобы посмотреть, куда направлены векторы века, чтобы межресничка не смотрела вниз, когда клиентка открывает веки, чтобы она смотрела немножко наверх и открывала взгляд. Поэтому мы не будем линию доводить до самого конца, а немножко ее приподнимем в самом уголочке. Чтобы выстроить правильное направление, я должна приложить карандашик к серединке нижнего века и посмотреть по вектору направления нижнего века, куда оно смотрит. То есть это и будет линия нашей межреснички. Поэтому я просто намечаю себе кончик. Межресничка как таковая сама не прорисовывается по эскизу, поэтому мне нужно только отметить кончики, уложить клиентку и уже, собственно, приступить к процедуре. Всегда просим клиентку посмотреть на вас в анфас, чтобы вы видели ровно, куда направляются кончики вашей межреснички. Они должны немножко выступать за краешек века, чтобы глаз не выглядел таким округлым и более маленьким, чем он должен быть. Наша задача, наоборот, раскрыть взгляд и сделать глазки более выразительными, поэтому мы немного выступаем за окончание нашего века. Мы выходим за пределы века буквально миллиметр-полтора, не больше, иначе это уже будет стрелочка. А у нас сегодня запрос на межресничку, на максимально естественную межресничку, чтобы глазки были яркие, но и все-таки в повседневной жизни межресничка смотрится максимально натурально и естественно, и она подходит абсолютно всем. Поэтому, когда у вас клиент приходит на брови либо губы, я очень советую вам, каждому клиенту, рассказывать про межресничное пространство, потому что все хотят более густые ресницы, более натуральный эффект. Многие, конечно, не любят стрелочку, поэтому на стрелочку давить не надо, межресничка подойдет абсолютно всем. И даже кто сомневается, можно сначала начать с межресничного пространства, а потом уже его вывести в стрелочку. Ну что ж, я уложила клиентку, и сейчас я приступаю к процедуре. Я все подготовила. Я советую вам использовать не черный пигмент для межресничного пространства, потому что в черном пигменте, как мы знаем, очень много содержится карбон блэка, который со временем дает синеву. Никто из клиентов и никто из мастеров не хочет синюю межресничку со временем, поэтому мы используем темно-коричневый пигмент. Я использую пигменты Эталон Микс. У них есть серия для век by Анна Васильева. Я смешала два пигмента. Номер 2 это основа. И немножко добавила номер 3, чтобы подразбавить, сделать посветлее и более коричневого оттенка. Номер 2 он достаточно концентрированный, практически как черный, но все-таки такой темно-коричневый. Черный не советую вам использовать, как уже сказала, еще раз повторюсь, потому что все-таки сейчас клиенты за натуральность, никто не хочет синего оттенка, и даже в черных стрелочках, в каких-то растушевках век мы всегда используем коричневые оттенки и делаем градацию из коричневого. Темно-коричневый, практически черный, средне-коричневый и совсем светлый коричневый. Тогда получается очень красивый переход, и со временем, спустя год, это все прекрасно выглядит без какой-то татуировочной синевы. Для процедуры я использую машинку Белар Air. И иголочка у меня Квадрон 030 1 RLLT. Можно использовать троечку. Троечкой вы прокрасите быстрее, но имейте в виду, чем больше диаметр иглы, тем больше усилий и нажима вам придется использовать при выполнении процедуры. Ну а почему именно так и какую иглу лучше использовать, под каким наклоном лучше красить, вы можете посмотреть в платной версии. Она достаточно доступная, доступна абсолютно любому человеку. Также у нас есть онлайн-поддержка и чат, где я отвечаю на ваши вопросы и помогаю довести вашу процедуру до идеала. Потому что межресничка очень популярная процедура для всех клиентов, она нужна всем, поэтому, как я уже говорила в самом начале ролика, ее вы можете предлагать абсолютно каждому клиенту, и именно ее вы должны
выполнять просто идеально. И самое важное, почему вам нужно посмотреть этот ролик до конца, потому что после просмотра этого ролика у вас будет получаться идеальная межресничка с 2 проходов, без синевы и, самое главное, с идеальным остатком, потому что я знаю боль многих мастеров, у многих не получается покрасить межресничку, после заживления остаются минимальные остатки, как будто бы ты ничего не делал. Я сегодня покажу в этом ролике, как сделать так, чтобы у вас был максимальный остаток и вы обошлись без коррекции. Я заряжаю машинку и ставлю вольтаж на 5,8. У меня машинка среднеходная, на самом деле ее можно отнести и к короткоходам, потому что у нее ход иглы 3,0. Она на самом деле более контурная, поэтому для межреснички мне очень нравится, как она прокрашивает. Достаточно мощный мотор и очень хороший прокрас. Я настраиваю вылет иголочки, так как у меня ход иглы 3,0. Моя рабочая игла должна быть максимум 2,5. Моя задача сейчас зафиксировать вот этот вектор нашей стрелочки и процарапать зону межресничного пространства, чтобы нанести туда анестезию. Сначала я фиксирую вектор межреснички, кончик межреснички. И я это делаю внутрикожно, мелкими движениями, не выходя из кожи, потому что мне нужна тоненькая линия. Она должна растворяться, кончик не должен быть каким-то ярким, он должен растворяться в воздухе и быть максимально прозрачным. Тогда это будет смотреться очень нежно и естественно. Это самая такая безболезненная зона, причем обратите внимание, я не использовала никакой крем для обезболивания перед процедурой, потому что эти кремы дают все-таки отек на веках. А нам отек не нужен, потому что отек ведет за собой то, что будет асимметрия. Поэтому лучше не использовать никакие кремы, процарапать изначально полупрозрачно, сильно не нажимая, повредить максимально кожу, нанести вторичный анестетик, который полностью вам обезболит веко, и вы спокойно прокрасите межресничку. Я заранее подготовила ватные палочки и проверяю так, как у меня осталось. У меня прекрасный остаток, поэтому я иду дальше. Сначала я прокрашиваю по верхнему веку, потому что у нас несколько рядов ресничек обычно у клиента растет. И спускаясь немножко ниже такими растушевочными движениями. Причем из кожи я не выхожу и работаю длиной штришочка по миллиметру. Чем мельче у вас штрих, чем большее количество движений вы сделаете на каждой зоне, тем у вас будет более плотная межресничка, более хороший прокрас после каждого прохода. Поэтому я не тороплюсь. Здесь вот важно очень не торопиться и прокрашивать конкретно каждую зону мелкими-мелкими движениями. Прям топтаться на одном месте. У моей клиентки немножко слезятся глаза, ничего страшного. Мы сейчас уберем излишнюю слезливость. Ватной палочкой я подотру и продолжу свою процедуру. Посмотрите, насколько уже хороший у меня остаток после первого прохода. Я продолжаю прокрас и топчусь на одном месте мелкими-мелкими движениями. Мне нужно прокрасить именно вот эту зону, где у меня растут реснички. Обратите внимание, я натянула глазик большим пальцем, я тяну за уголок, а указательным пальцем я подворачиваю веко, чтобы реснички смотрели кверху. Так как мы работали в середине века достаточно такими растушевочными движениями, здесь я уже работаю линейными движениями, сильно не распыляюсь и хочу сделать более тонкую межресничку, свести ее на нет. Поэтому я работаю линейно. Сейчас мы немножко повредим. Здесь самая такая чувствительная зона, поэтому, конечно, у нас у всех есть более чувствительные клиенты, у всех разная чувствительность, поэтому мы там сильно не прокрашиваем.
чем ближе к переносице, тем более чувствительная прокраска становится, поэтому я сейчас аккуратненько повредила поверхность кожи, нанесу вторичную анестезию, которая полностью нам обезболит поверхность века, и перейду ко второму глазику. После того, как я прокрасила, я беру ватную палочку и хорошенько протираю между ресничками излишки пигмента. Потому что очень часто бывает такое обманчивое явление, что кажется, как будто бы вы все прокрасили. На самом деле это просто забился пигмент между ресничек. И, конечно же, после схода корочек там ничего не останется. Вы будете очень удивлены, так же, как и ваш клиент, потому что вроде была четкая, яркая межресничка, но ее совершенно не стало после схода корочек. Поэтому мой вам совет: очень хорошо нужно протирать между ресничек. Посмотрите, какой прекрасный у нас остаток пигмента после первого прохода. Это из-за того, что первое, я работала внутрикожно, второе, я работала очень мелкими штрихами, и третье, я топталась на одном месте, примерно считая до 8 раз. Запомните, пожалуйста, эти правила, что вы ни в коем случае не должны торопиться, не должны работать длинными штрихами, потому что у вас будет отекать века, вы плохо прокрасите из-за этого отека, потому что у вас пойдет отторжение организма внесенного пигмента, и в итоге ничего не останется. Посмотрите, как, во-первых, хорошо лег пигмент, во-вторых, никакого отека совершенно нет у моей клиентки. Поэтому я беру микробрашек и наношу вторичную анестезию. Хорошенько наношу вторичную анестезию, немножко подворачиваю веко и смотрю, чтобы верхнее веко было немного внахлёст на нижнее, чтобы глаз не приоткрывался. Это очень важно, потому что если вторичка попадет у вас на слизистую глаза, может произойти ожог роговицы. Это достаточно страшно, поэтому советую вам иметь в своей аптечке Корнера гель, который вы закладываете за веко. Если у вас у клиентки сильно защипало глаз, она не может открыть веки после процедуры, вы закладываете этот Корнера гель за нижнее веко, немножко массируете верхнее веко, чтобы гель распределился. Конечно, должно пройти какое-то время, чтобы гель подействовал, и потом уже клиентка промаргивается, открывает веки, и, как правило, все идет хорошо. Но, конечно, я вам советую не допускать попадания вторичного анестетика на слизистую оболочку глаза, потому что это достаточно опасно, и у всех может быть абсолютно разная реакция. У кого-то может ничего не произойти, а у кого-то может быть такая предрасположенность, что будет ожог роговицы. Мы сейчас заклеим глазик прозрачной пленочкой и перейдем к фиксации второй межреснички. Я начинаю фиксацию с кончика межреснички. Также работаю мелкими движениями, не выходя из кожи. Работаю на вылет. И кончик я сильно не пропечатываю, потому что кончик, как мы с вами уже обсудили, он должен быть очень светлый, растворяться в воздухе и сходить на нет, чтобы у вашей клиентки был такой очень нежный взгляд, да, чтобы стрелочка межресничка не утяжеляла века, чтобы она смотрелась максимально натурально. Напомню, что сначала у нас межресничка идет достаточно такая пушистая и широкая, потому что у нас реснички на середине подвижного века растут в 3 ряда. И если вы сделаете просто тоненькую линию, она будет казаться куцевато и как-то очень сильно будет подчеркивать, и будет смотреться не настолько естественно. Вам не нужно прочертить какую-то очень тонкую, четкую линию. Вам нужно, наоборот, ее сделать более пушистой такой межресничкой. Это сейчас очень в тренде, очень ценится клиентами нашими, потому что это выглядит очень естественно. Так как у нас глаз немножко заплакал, я подотру, посмотрю, как у нас ложится межресничка, и продолжу свои действия, точно такие же, как я делала на первом глазе. Я протерла второй глазик. Как я уже вам сказала, нужно очень хорошо протирать между ресничек, чтобы
понять, насколько хорошо вы прокрасили и уложили пигмент. И мы видим, что за первый проход мы практически уже все прокрасили, как, собственно, и на первом глазике. Но есть какие-то недоработки, есть пробелы, где еще нужно поработать. И, конечно, мы всегда смотрим на перспективу, как заживет в дальнейшем. Поэтому мы знаем, что после схода корочек будет светлее, нам нужно более плотно уложить пигмент, чтобы обойтись без коррекции и выложиться на максимум за одну процедуру. Я перешла к нашему первому глазику, и мне здесь нужно закончить. Как я вам уже и обещала, мы сделаем межресничку за 2 прохода, поэтому второй проход у меня тоже шанс выложиться на максимум, и мне нужно максимально хорошо проработать наше веко. Поэтому я также натягиваю большим пальчиком, указательным пальчиком, я немножечко разворачиваю веко, причем клиентке сейчас уже не будет больно, поэтому я могу проработать межресничку прям на максимум. Сначала я начинаю с кончика стрелочки. Мне нужно вывести немножечко кончик моей межреснички на нет. И чтобы вывести кончик на нет, чтобы он был не таким плотным, я его вывожу более длинными штрихами, как я только что показала. Ну, давайте еще раз закрепим. Сейчас я удалю излишки пигмента, протру веко, войду уже в имеющуюся стрелочку и немножко длинными штрихами выведу кончик на нет. Когда вы выводите длинными штрихами, у вас получается такая разряженная межресничка. Линия получается абсолютно не плотная. После этого я начинаю спускаться в межресничное пространство и прокрашиваю точно такими же штрихами. Сначала линейно, потом немножечко поднимаюсь, не выходя из кожи. То есть сначала крашу на одном расстоянии и немножечко поднимаюсь, после этого спускаюсь опять вниз. И делаю так примерно раз 5. Это как минимум, чтобы вам хорошо закрепить вашу линию. Я прям топчусь на одном месте, чтобы максимально уложить пигмент, максимально плотно, чтобы у нас был хороший остаток после схода корочек. Процедура межреснички максимум занимает час, но на самом деле вы ее можете сделать и за 20 минут, если вы не будете тратить свое время на лишние протирания и на подготовку к процедуре. Вам изначально нужно сразу все подготовить. Ватные палочки, ватные диски, которыми вы будете вытирать излишки пигмента. Ну и также, чем вы будете больше концентрироваться на линии и чем вы будете дольше прокрашивать межресничку, тем больше у вас будет остатка. На самом деле процедура будет выходить гораздо быстрее, чем вы будете торопиться. Я сейчас уже в процессе прокраса протираю свою межресничку, конечно, не настолько досконально, чтобы опять же не травмировать нашу уже и так травмированную кожу. Да, у нас все-таки на веках очень нежная и тонкая кожа, поэтому я лишний раз не протираю. Я по максимуму сейчас пытаюсь прокрасить. Когда я уже докрашу глазик, я хорошенько протру это все между ресничками, проверю, насколько я хорошо прокрасила ватной палочкой, и потом, где у меня будут пробелы, я могу доработать. Но, конечно, лучше, чтобы их не было, и вы прокрасили межресничку с 2 проходов. Поэтому не торопимся, зацикливаемся на одном месте, прям топчемся, не выходя из кожи, как вот я сейчас это делаю. Подтягиваю кожу также 2 пальчиками. И начало нам нужно вывести на нет. Здесь я более медленно работаю, немножечко наклоняю иголочку от себя, чтобы видеть кончик иглы и чтобы прочертить более тонкую и четкую линию, потому что в начале у меня должна быть четкая линия. Она должна растворяться и сходить на нет. Она должна быть прям
тоненькая-тоненькая, в отличие от межреснички, которая на подвижном веке, потому что, как мы уже с вами обсудили, там как минимум 3 ряда ресничек у нас, поэтому мы не делаем какую-то тонкую четкую линию, мы немножечко ее подтушевываем наверх, чтобы межресничка была мягкая и это смотрелось естественно. Ну что ж, мы прокрасили прекрасно одно веко. Я использую ватную палочку, чтобы проверить, насколько хорошо я прокрасила межресничку. Прям хорошенько вот так протираю между ресничек в разные стороны. И смотрю, чтобы пигмента никакого не осталось. То есть, если у вас есть какой-то пробел, вы не докрасили, конечно же, там будет минимальный остаток, поэтому ваша задача за первую процедуру максимально четко и плотно все прокрасить. Ватные палочки не игнорируем, хорошенько протираем и проверяем свой прокрас. Сейчас я удостоверилась в том, что у меня очень хорошо все прокрасилось за 2 прохода, поэтому первый глазик у нас готов, мы переходим к другой стороне. Я сейчас перешла ко второму веку. Здесь делается все то же самое, что я делала на первом глазике, поэтому мы сейчас ускорим процесс, чтобы не тратить ваше время, и уже покажем финальный результат.